Джесс Хоган, мать 5 детей из Манхэттена, штат Канзас, должна была родить 6-го ребенка в июле 2017 года. Однако ее путь к рождению 6-го ребенка был ничем иным, как экстраординарным. Все началось с того, что посреди ночи у Хоган отошли воды. Муж срочно отвез ее в больницу, и они едва успели попасть в отделение неотложной помощи, как ребенок начал появляться на свет. Когда Хоган еще стояла на ногах, Максвелл Александр появилась на свет на 1-м этаже отделения неотложной помощи менее чем через 5 минут после того, как у нее дома отошли воды. Что делает эту историю еще более невероятной, так это то, что там был фотограф, который запечатлел все происходящее. Тэмми Карен из Little Leaping Photography запечатлела каждый момент, начиная с того момента, как Хоган сняла с себя трусики, потому что почувствовала, как рождается ребенок, и заканчивая моментом, когда малыш впервые появился на свет. Карен недавно поделилась этими фотографиями в Facebook с разрешения Хогана, демонстрируя красоту родов, даже когда все идет не так, как планировалось. Малышка Максвелл была совершенно здорова, ее вес составлял 6 фунтов 7 унций. «Это были мои самые безумные роды, но и самые совершенные», сказал Хоган в интервью с Кэрри Мами. «Это было совсем не то, что я планировала, но все закончилось без какого-либо вмешательства, со здоровым ребенком и удивительной поддержкой окружающих нас людей. Это было прекрасно, и я навсегда сохраню каждое воспоминание об этом». Беременность Максвелла была такой же непредсказуемой, как и его роды. Джессика написала в своем блоге на веб-сайте Тэмми: «Все было совсем не так, как я думала с самого начала. Это было, мягко говоря, непредсказуемо». Джессика несколько дней ощущала схватки, но никаких признаков появления ребенка не было, пока Максвелл так быстро не появился на свет. Но Джессика была уверена, что со своим нерожденным сыном, ее 6-м ребенком, она узнает, когда ему придет время появиться на свет. «Я должна знать эти вещи, верно?» — написала она. Боль не слишком беспокоила ее, и она продолжала убеждать себя, что сразу поймет, когда это будет по-настоящему. Затем Джессика проснулась ночью от странных продолжительных схваток. Это было не так уж больно, но причинило достаточно дискомфорта, чтобы она почувствовала себя рядом со своим мужем в темноте, и сказала: «Трэвис, я думаю, это конец», — вспоминала она. Затем она почувствовала, что у нее отошли воды. Я соскочила с кровати, в шоке побежала в ванную и сказала: «О боже, у нас ничего не получится, мы будем рожать этого ребенка дома», — написала Джессика. Схватки в мгновение ока превратились из неприятных в болезненные. Мне каким-то образом удалось добраться до ванной до того, как у меня отошли воды, и я до сих пор горжусь этим и озадачена. Но, стоя в ванной, я чувствовала, что схватки, которые разбудили меня, никогда не кончатся. Ее муж заверил ее, что они доберутся до больницы. Она плакала, что не может пошевелиться, но он сказал, что доведет ее до машины. Ей показалось, что он исчез на целую вечность, но на самом деле это длилось от 3 до 5 минут. В это время схватки у нее шли одна за другой, и она была уверена, что все происходит быстро. Она не была уверена, насколько быстро, но знала, что ждать осталось недолго. Ее муж был совершенно спокоен, и пара поехала в больницу, Джессика сидела в машине на коленях. «Я чувствовала, как ребенок быстро опускается с каждой схваткой», — объяснила она. К счастью для них, было 3 часа ночи, и дороги были пусты на протяжении всей их поездки. Когда пара приблизилась к последнему повороту, Джессика поняла, что скоро родится ребенок. «Наш сын немного поплакал, а потом успокоился», — написала Джессика. Как оказалось, пока что это просто его поведение. Было немного страшно, только потому что у него было так много синяков после того, как он вошел.
Но потом он издал еще несколько криков, ему погладили по спине, и только тогда меня отвезли в родильное отделение.